Среди тысяч рассекреченных дел КГБ, переданных в Государственный архив в 90-е годы, одна папка выделялась особенно. Тонкая, серая, с выцветшим красным грифом «Совершенно секретно» и странной пометкой карандашом «Снежок. Психотропное воздействие». Внутри 23 черно-белые фотографии солдат с пустыми невидящими глазами и стопка медицинских карт с одинаковым диагнозом – синдром атомного оцепенения. Дата на всех документах сентябрь 1954 года. Место проведения обследований – Тотский военный полигон. Что за эксперимент скрывался под кодовым названием «Снежок»? И почему из всех документов о знаменитых атомных учениях засекретили именно медицинские отчеты? Меня зовут Михаил Алексеевич Воронин. Я кандидат исторических наук, специализируюсь на военной истории СССР. 20 лет изучаю рассекреченные архивы, но такого не встречал никогда. Папка попала ко мне случайно, архивариус перепутал дела, выдав вместо запрошенных материалов о битве за Берлин совершенно другие документы. Когда я указал на ошибку, молодая сотрудница побледнела и быстро унесла папку обратно. Но было поздно, я уже успел сфотографировать несколько страниц. Официальная история тотских учений хорошо известна. 14 сентября 1954 года на военном полигоне в Оренбургской области Советский Союз провел первые и единственные в истории войсковые учения с реальным применением ядерного оружия. Под руководством маршала Георгия Константиновича Жукова 45 тысяч военнослужащих отработали тактику прорыва укрепленной обороны противника в условиях атомного удара. Бомба РДС-2 мощностью 40 килотонн была сброшена с самолета Туполев-4 на высоте 350 метров над условным городом противника. Через 40 минут после взрыва советские войска пошли в атаку через зараженную территорию, преодолевая радиоактивное заражение и последствия светового излучения. Учения прошли успешно, все задачи выполнены, потерь среди личного состава нет. Ну если все было так хорошо, зачем понадобилось засекречивать медицинские документы на 70 лет? Георгий Константинович Жуков в 1954 году находился в зените славы. Маршал Победы, четырежды Герой Советского Союза, заместитель министра обороны СССР. После смерти Сталина в 1953-м его влияние только возросло. Именно Жуков арестовал Берию и обеспечил приход к власти Хрущева. Но характер у маршала был тяжелый, властный. Многие современники отмечали его склонность к жестким, порой жестоким решениям во имя военной необходимости. Тотский полигон выбрали не случайно. Расположенный в степях Оренбуржья, вдали от крупных городов, он напоминал европейские равнины, потенциальный театр будущей войны с НАТО. Здесь с 1947 года испытывали обычные боеприпасы, отрабатывали новую тактику. Местные жители давно привыкли к грохоту взрывов и железному лязгу гусениц. Но подготовка к атомным учениям началась задолго до сентября. Уже весной 1954 года на полигон стали прибывать необычные грузы, свинцовые контейнеры, странные приборы, походные лаборатории. Военнослужащих для участия в учениях отбирали особенно тщательно. Требования были жесткими. Возраст от 20 до 30 лет, отличное здоровье, высокие показатели физической подготовки и, что особенно странно, отсутствие в семье душевнобольных. Полковник медицинской службы Иван Петрович Кузнецов, руководивший медицинским обеспечением учений, позже вспоминал: «Нам дали четкие инструкции, отбирать только психически устойчивых бойцов. Проводили специальные тесты, проверяли реакцию на стресс, говорили, что это необходимо для безопасности в условиях атомного взрыва, но некоторые требования оказались странными». Что это было за странные требования? В сохранившихся медицинских картах участников есть пометки о психологической совместимости с экстремальными воздействиями и способности к выполнению приказов в измененном состоянии сознания. Подобной терминологии я не встречал ни в одном военно-медицинском документе той эпохи. За месяц до учения на полигон прибыла группа гражданских специалистов. Официально они числились научными консультантами по вопросам радиационной защиты, но местные жители запомнили их по-другому. Высокие худощавые мужчины в одинаковых серых костюмах с бледными лицами и странными пристальными взглядами. Они не общались с военными, жили в отдельном городке за колючей проволокой.
Старшина Василий Михайлович Петров из 123-го стрелкового полка рассказывал товарищам после демобилизации. Эти гражданские приезжали к нам в расположение по ночам, смотрели, как мы спим, что-то записывали в блокноты, а один раз я видел, как они делали какие-то уколы спящим солдатам. На вопросы отвечали: медицинская профилактика перед атомным воздействием. Но самое странное началось за неделю до учений. Участники стали жаловаться на необычные сны. Яркие, красочные, но какие-то неправильные. Снились им не родные деревни и девушки, а металлические коридоры, лица в противогазах, взрывы и огонь. Многие просыпались с головной болью и странным привкусом во рту. «Мы думали, это от нервного напряжения», — вспоминал сержант Алексей Иванович Морозов. «Первый раз участвовать в атомных учениях. Страшновато было, но сны у всех были похожие, будто по заказу. И еще странность. После таких снов днем мы чувствовали себя как-то отстраненно, словно все происходило не с нами, а с кем-то другим». А по этапе в архивных документах есть упоминание о специальной психологической подготовке участников учений. Проводил ее некий доктор Семен Абрамович Лебедев, о котором не удалось найти никакой информации. Его имя встречается только в связи с Тотским полигоном, а после 1954 года исчезает из всех документов. Лебедев требовал ежедневных медицинских осмотров всех участников, измерял не только давление и пульс, но и психоэмоциональную устойчивость, проводил странные тесты с картинками и звуками. Солдаты должны были смотреть на экран и описывать свои ощущения, пока в наушниках звучали непонятные шумы. Доктор Лебедев говорил, что готовит нас к атомному удару, рассказывал ефрейтор Николай Степанович Громов. Мол, взрыв может вызвать панику, а нам нужно сохранить боеспособность. Но его методы были какие-то нечеловеческие. После его сеансов многие товарищи становились молчаливыми, словно внутри что-то выключалось. Особенно загадочными были ночные процедуры. Каждую ночь Лебедев с помощниками обходил казармы, отбирал по 5-6 человек и уводил в медпункт. Утром эти солдаты возвращались бледными, с красными точками на руках от уколов. На вопросы отвечали односложно: витамины для защиты от радиации. Но рядовой Петр Андреевич Соколов, которому удалось проснуться во время одной такой процедуры, рассказывал потом совсем другое. Лебедев вводил нам что-то в вену, а потом включал странный аппарат, железную коробку с лампочками. Лампочки мигали, а из коробки шел высокий противный звук. Мы лежали и смотрели на эти лампочки, а в голове что-то менялось. Что это был за аппарат? В описаниях Соколова он напоминает примитивный стробоскоп, устройство для создания световых вспышек. Но в 1954 году подобная техника была крайне редкой, использовалась только в научных лабораториях. Зачем она понадобилась военным медикам? За 3 дня до учений произошел инцидент, который чуть не сорвал всю операцию. Рядовой Иван Сидорович Кравцов из 2-й роты попытался дезертировать. Его поймали у проходной, когда он пытался перелезть через забор. На допросе Кравцов рассказал странную историю. «Мне приснился сон, будто я уже участвовал в этих учениях. Видел взрыв, огненный гриб, радиацию. И самое страшное, видел, как мы идем в атаку. А товарищи падают один за другим. Но мы не останавливаемся. Идем дальше, словно нас кто-то заставляет. И понял я, это не сон, а предупреждение. Хотел бежать, пока не поздно». Кравцова объявили психически неустойчивым и отчислили из участников учений, но его слова встревожили командование. Полковник Кузнецов записал в дневнике: «Случай с Кравцовым показал опасность нашего эксперимента. Если солдаты начнут сопротивляться внушению, вся операция провалится». Эксперимента? Какого эксперимента? Официально на Тотском полигоне проводились войсковые учения, а не эксперименты. Но в найденных документах это слово встречается постоянно. Ход эксперимента, результаты эксперимента, участники эксперимента. Создается впечатление, что атомный взрыв был лишь частью более масштабного проекта. Накануне учений 13 сентября всех участников собрали на торжественный митинг. Выступал сам маршал Жуков. Он говорил о важности задачи, о защите Родины, о новом оружии, которое изменит ход будущих войн.
Но многие солдаты запомнили не его слова, а странное состояние, в котором они находились. «Мы слушали маршала, но будто со стороны», – вспоминал старшина Петров. «Понимали слова, но не чувствовали эмоций, ни страха, ни воодушевления, ничего. Словно внутри нас выключили что-то человеческое. И так было не только у меня. Смотрел на товарищей, у всех одинаковые пустые лица». После митинга участников развели по подразделениям и выдали специальную экипировку. Кроме обычной защитной одежды, каждый получил странный металлический браслет с надписью «Не снимать». Браслеты были тяжелыми, с маленьким окошечком, в котором что-то мигало зеленым светом. «Нам сказали, что это дозиметры», – рассказывал ефрейтор Громов. Мол, будут показывать уровень радиации. Но выглядели они не как приборы, а как наручники. И еще странность. Если пытался снять браслет, начинала кружиться голова, рассказывал. 13 сентября, в последнюю ночь перед взрывом, на полигоне царила необычная тишина. Солдаты спали крепко, без снов. Дежурные офицеры отмечали полное отсутствие обычного предбоевого волнения. Люди готовились встретить атомный взрыв с поразительным спокойствием. Но это спокойствие было неестественным. Как будто 45 тысяч человек одновременно приняли сильное успокоительное. Часть 2. Подготовка эксперимента. Тотский полигон выбрали в марте 1954 года, но критерии отбора держались в строжайшем секрете. Официально руководство объясняло решение географическими особенностями: ровная степь, редкое население, сходство с европейскими равнинами, где предполагалась будущая война с НАТО. Но рассекреченные документы раскрывают совсем другие причины. В папке с грифом «Особой важности» сохранилась записка заместителя министра обороны маршала Василевского. Полигон должен обеспечивать полную изоляцию участников эксперимента от внешних воздействий. Необходима возможность длительного наблюдения за подопытными без риска утечки информации. Местное население минимальное, лояльное. Подопытные? Это слово в военных документах звучало более чем странно. Солдаты Красной Армии внезапно превратились в объекты для изучения. Не такая. Подготовка началась с создания специальной комиссии под руководством генерал-лейтенанта Покровского. В ее состав вошли не только военные, но и представители закрытых научно-исследовательских институтов. Среди них доктор биологических наук Лев Александрович Арбели из Института эволюционной физиологии, профессор Николай Васильевич Тимофеев-Рисовский из Института биофизики и загадочный Семен Абрамович Лебедев, место работы которого в документах указано как лаборатория 7. Лаборатория 7. Что это было? В архивах Министерства обороны такого подразделения официально не существовало, но косвенные упоминания встречаются в документах других ведомств. Судя по всему, это была секретная структура, занимавшаяся изучением воздействия различных факторов на психику человека. Отбор участников учений проходил в несколько этапов. Первый – стандартный медицинский осмотр, второй – углубленное психологическое тестирование, но третий этап вызывает наибольшие вопросы. Его проводили специалисты лаборатории 7 с использованием неизвестной методики. Сержант Михаил Петрович Волков из 105-го танкового полка вспоминал: «Нас вызывали по одному в отдельную комнату. Там стоял странный аппарат, большая черная коробка с экраном и наушниками. Садился перед экраном, надевал наушники, а доктор включал машину. На экране мелькали разные картинки: лица людей, взрывы, огонь, а в ушах то тишина, то резкие звуки. Спрашивал, что я чувствую, что думаю». Аппарат, описанный Волковым, напоминает примитивный полиграф, детектор лжи. Но в 1954 году подобная техника была крайне редкой даже в спецслужбах. Зачем понадобилось проверять солдат на детекторе лжи? И что именно проверяли? В сохранившихся протоколах тестирования есть странные пометки: высокая внушаемость, слабое критическое мышление, подходит для воздействия, устойчив к программированию. Создается впечатление, что отбирали не лучших солдат, а наиболее податливых к какому-то влиянию. Особенно тщательно проверяли реакцию на световые и звуковые раздражители. Кандидатам показывали серии вспышек разной частоты, включали ритмичные звуки, мерили активность мозга примитивными электроэнцефалографами. Тех, у кого мозг правильно реагировал на раздражители, зачисляли в участники.
Доктор Лебедев объяснял, что ищет людей с особой нервной системой, рассказывал старшина Петров. Мол, атомный взрыв создает сильные световые и звуковые эффекты. Нужны солдаты, которые не потеряют боеспособность. Но тесты были какие-то неправильные. После них многие товарищи жаловались на головные боли и странные сны. К маю 1954 года отбор завершился. Из 120 тысяч кандидатов выбрали 45 тысяч. Но это были не элитные подразделения, как можно было ожидать. Среди отобранных оказались обычные срочники, многие из отдаленных деревень, с низким уровнем образования. Странно было видеть, кого выбрали, вспоминал полковник Кузнецов. Не лучших офицеров и сержантов, а простых ребят из глубинки. Когда спросил у Лебедева о критериях отбора, он ответил: «Нам нужны не умные, а послушные». Послушные? Для чего в атомных учениях нужны именно послушные солдаты? Одновременно с отбором людей шла подготовка полигона. Кроме обычных военных объектов, взлетной полосы, казарм, складов, строились странные сооружения. Подземные бункеры с толстыми стенами, оборудованные не только защитой от радиации, но и системами наблюдения. Инженер-капитан Алексей Иванович Семенов, руководивший строительством, отмечал в отчете: по требованию гражданских специалистов в бункерах установлены перископы для визуального наблюдения, система звукозаписи и киносъемочная аппаратура. Также смонтированы устройства для регистрации биологических параметров на расстоянии. Биологические параметры на расстоянии? В 1954 году дистанционный мониторинг жизненных показателей был фантастикой. На документы Семенова описывают именно такую систему. Видимо, те самые металлические браслеты, которые выдавали участникам, были непростыми дозиметрами. Строительство велось в режиме строжайшей секретности. Рабочих строителей каждый день доставляли на полигон и увозили обратно, не позволяя ночевать на объекте. Все чертежи и схемы хранились в особых сейфах, доступ к которым имели только 3 человека. Но самое загадочное сооружение строили отдельно от всех остальных. Небольшое здание в километре от основных объектов, окруженное высоким забором с колючей проволокой. Местные рабочие прозвали его «психушкой» из-за странных звуков, доносившихся оттуда по ночам. «Слышали мы из того здания какие-то вопли», – рассказывал бывший строитель Иван Григорьевич Сидоров. «То ли люди кричат, то ли машины работают. А один раз видел, как туда привезли клетки с собаками. Много клеток, штук 20, думали для экспериментов с радиацией. Но собаки после тех экспериментов становились странными. Не лаяли, ходили как сонные». Эксперименты на животных были обычной практикой при подготовке ядерных испытаний. Но зачем понадобилось отдельное здание с усиленной охраной? И что за странное поведение демонстрировали подопытные собаки? К июню на полигон начали прибывать первые участники учений. Их размещали в специально построенных казармах, изолированных от внешнего мира. Связь с родными разрешалась только через цензуру, письма задерживались на недели. Но самое необычное – ежедневный распорядок. Кроме обычной военной подготовки, солдаты проходили курс адаптации к экстремальным условиям. Эти занятия проводил лично доктор Лебедев в том самом загадочном здании за забором. Рядовой Петр Сергеевич Новиков описывал эти занятия так. «Приводили нас в большую комнату с белыми стенами, садили в ряд перед экраном и включали фильм. Не обычный фильм, а какой-то странный. Мелькали картинки, вспышки, непонятные символы. Смотреть надо было не моргая, а если кто-то отводил глаза, получал по голове». Что это за фильмы? В архивах сохранился список оборудования, доставленного в здание специального назначения. Кинопроектор «Украина», экран размером 3 на 4 метра, генератор световых импульсов, магнитофон «Днепр-2» и странный аппарат под названием стробоскоп экспериментальный. Стробоскоп в 1954 году был редчайшим прибором, использовавшимся только в научных лабораториях для изучения быстро движущихся объектов. Но применение стробоскопа для воздействия на человеческий мозг – это уже из области экспериментальной психологии. После просмотра этих фильмов многие товарищи чувствовали себя плохо, продолжал Новиков. Голова кружилась, тошнила, а некоторые начинали говорить странные вещи, повторяли одни и те же фразы, как заученные. Когда спрашивали, откуда эти слова, они не помнили. Какие фразы заучивали солдаты? В показаниях свидетелей встречаются одинаковые выражения: «Я выполню любой приказ»,
Страх – это слабость, смерть за родину – высшая честь. Обычные армейские лозунги, но произносились они каким-то механическим тоном. Помимо киносеансов, солдаты проходили индивидуальные сеансы с доктором Лебедевым. Официально это называлось психологической подготовкой к стрессовым ситуациям, но участники описывали нечто совершенно иное. Ефрейтор Николай Степанович Громов вспоминал. Лебедев укладывал на кушетку, включал лампу, очень яркую, прямо в глаза светила. Потом начинал говорить, монотонно, тихо, одни и те же слова. Я сначала слушал, потом как будто проваливался в сон. А просыпался уже в казарме, не помня, как туда попал. Подобные методы напоминают классический гипноз или попытки внушения. Но зачем военным врачам понадобилось гипнотизировать солдат? И что именно им внушали? К июлю стали проявляться первые результаты подготовки. Участники учений становились странно спокойными, послушными, исчезли обычные для армии жалобы, драки, самовольные отлучки. Солдаты выполняли приказы без вопросов, не проявляли эмоций. «Ребята изменились», — отмечал командир роты капитан Морозов. «Раньше были живыми, шумными, как положено молодым, а после начала подготовки стали какими-то правильными, слишком правильными. Говоришь — делают, не спорят, не обсуждают, и в глазах пустота какая-то». Эта пустота в глазах упоминается во многих свидетельствах, словно из солдат вытащили что-то человеческое, оставив только послушные тела, которые... В августе на полигон прибыла комиссия из Москвы во главе с генералом Покровским. Проверяли готовность участников к учениям. Но проверка была необычной. Солдатам давали различные задания и наблюдали за реакцией. «Нам приказали маршировать под музыку», — рассказывал старшина Петров. Но музыка была странная, не марши, а какая-то монотонная мелодия с повторяющимся ритмом. И мы маршировали как роботы в абсолютной синхронности. Генерал смотрел и улыбался. Комиссия осталась довольна результатами. В итоговом отчете значилось: участники эксперимента показали высокую степень управляемости и готовность к выполнению задач в экстремальных условиях. Реакция на командные стимулы оптимальная, критическое мышление подавлено до безопасного уровня. Критическое мышление подавлено? Получается, целью всей подготовки было не укрепление боевого духа, а наоборот, подавление способности солдат самостоятельно думать и принимать решения. За 2 недели до учений интенсивность подготовки резко возросла. Сеансы с доктором Лебедевым проводились ежедневно, иногда по 2 раза. Солдаты все больше времени проводили в том загадочном здании, возвращаясь оттуда молчаливыми и отрешенными. К концу августа товарищи стали совсем другими, вспоминал рядовой Соколов. Разговаривали мало, только по делу, смеяться перестали, шутить, даже письма домой писали одинаковыми фразами, будто кто-то диктовал. И действительно, сохранившиеся письма участников поражают однообразием. Все написаны примерно одинаковым почерком, одними и теми же выражениями. «Дорогие родители, служу честно, готовлюсь к важному заданию, скоро вернусь домой героем». Но самое странное началось в последние дни перед учениями. Участников стали готовить к финальной процедуре. Что это была за процедура, в документах не указано, но свидетели описывают нечто похожее на массовый сеанс гипноза. Всех 45 тысяч человек собрали на большом поле. Установили мощные прожекторы и громкоговорители. Доктор Лебедев произнес длинную речь о важности предстоящей миссии, о готовности умереть за родину, о беспрекословном выполнении приказов. «Он говорил очень убедительно», — вспоминал ефрейтор Громов. «И странно, все его слова казались правильными, важными. Хотелось выполнить любой его приказ, доказать свою преданность. И так чувствовали все. 45 тысяч человек думали одинаково». После речи включили специальную музыку, те же монотонные ритмы, что использовались на тренировках. Солдаты стояли неподвижно, слушали и постепенно входили в странное состояние. Не сон, но и не бодрствование. Время как будто остановилось, описывал свои ощущения старшина Петров. Стоял и слушал музыку, но мысли куда-то уплывали. Потом очнулся уже в казарме, не помня, как туда попал. А на руке появился тот самый браслет, металлический, тяжелый. Поэта Браслеты выдали всем участникам в последнюю ночь. Официально дозиметры для контроля облучения. Но конструкция была подозрительно сложная для простого измерительного прибора. Металлический корпус, мигающий индикатор, какие-то провода внутри. «Браслет был странный», — рассказывал рядовой Новиков. «Тяжелый, неудобный, и еще, если пытался его снять, начинала кружиться голова, словно он как-то влиял на самочувствие».
Утром 14 сентября все было готово. 45 тысяч солдат в металлических браслетах с пустыми глазами и отключенным критическим мышлением ждали атомного взрыва. Часть 3. День взрыва. 14 сентября 1954 года в 5 утра по местному времени на Тотском полигоне прозвучала команда подъема. Но это был необычный армейский подъем с криками дежурных и стуком сапог. 45 тысяч человек поднялись одновременно, без суеты, без разговоров, словно по невидимому сигналу. Старшина Василий Михайлович Петров позже вспоминал. Проснулся как по будильнику, хотя никого не слышал. Оглядываюсь, все товарищи уже сидят на койках, молчат. Обычно утром в казарме гам стоит. Кто-то ругается, кто-то шутит. А тут тишина, будто в церкви. Завтрак прошел в той же неестественной тишине. Солдаты ели синхронно, не разговаривая, не жалуясь на качество каши. Дежурные офицеры отмечали полное отсутствие обычной суеты. Даже самые молодые призывники, обычно нервничающие перед учениями, выглядели абсолютно спокойными. В 7 утра всех участников построили для выдачи защитной экипировки. Каждый получил специальный комбинезон из плотной ткани, противогаз, очки для защиты от светового излучения и странную каску с металлическими пластинами. Официально пластины предназначались для защиты от радиации, но их расположение больше напоминало антенны. Каска была тяжелая, неудобная, рассказывал ефрейтор Николай Степанович Громов. И еще странность. Как только надел ее, в ушах появился тихий гул. Не громко, но постоянно. Словно внутри каски что-то работало. Гул в касках отмечали многие участники. Официально это объясняли акустическими свойствами защитного материала. Но описания свидетелей больше походят на работу какого-то электронного устройства. В 1954 году миниатюрные радиоприемники были редкостью, но встроить простейший генератор звука в каску было технически возможно. В 8:30 участников развели по позициям. Основная масса войск расположилась в траншеях на расстоянии 6 километров от точки взрыва. Танковые подразделения заняли позиции в 8 километрах, артиллерия в 10, но были и те, кого разместили гораздо ближе. 2 роты автоматчиков заняли траншеи всего в 2 километрах от эпицентра. Официально они должны были первыми пойти в атаку после взрыва. Но выбор именно этих солдат вызывает вопросы. Все до одного прошли полный курс подготовки у доктора Лебедева. Рядовой Петр Андреевич Соколов из 1-й роты вспоминал. Когда нам объявили, что будем ближе всех к взрыву, никто не испугался. Наоборот, все обрадовались. Странно это, ведь мы понимали, что атомная бомба опасна, но страха не было, только желание выполнить задачу. Отсутствие страха перед ядерным оружием – это не храбрость, а симптом. Нормальная человеческая реакция на смертельную опасность – это страх. Его отсутствие говорит либо о незнании угрозы, либо о подавлении естественных инстинктов. В 9 утра на полигон прибыл самолет-носитель, стратегический бомбардировщик Туполев-4 под командованием полковника Федорова. Бомба РДС-2 была подвешена в бомбовом отсеке. Мощность 40 килотонн, что в 3 раза превышала мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Командир экипажа полковник Виктор Алексеевич Федоров оставил подробные воспоминания о полете. Бомба висела как обычный боеприпас, но все понимали – это совсем другое оружие. Когда получили команду на взлет, экипаж был спокоен. Странно спокоен для такого задания. В 9:20 самолет поднялся в воздух. Погода была идеальной. Ясное небо, слабый ветер, видимость отличная. Все наблюдательные пункты доложили о готовности. Кинооператоры заняли позиции, дозиметристы включили приборы. Но самое важное наблюдение велось из секретного бункера, где разместились доктор Лебедев и его помощники. Они следили не за ходом взрыва, а за поведением участников. Перед каждым наблюдателем стоял прибор с множеством стрелок, видимо, система мониторинга тех самых браслетов. В 9:34 полковник Федоров доложил: цель в прицеле, высота 10 тысяч метров. Иду на боевой курс. Через минуту прозвучала команда «Бомба сброшена». 40-килотонный заряд падал 43 секунды. За это время 45 тысяч человек приготовились встретить атомный взрыв. Но их поведение в эти решающие секунды было крайне необычным. В
Все смотрели в небо и ждали, рассказывал старшина Петров, но не как обычные люди, без волнения, без страха, словно смотрели фильм в кино. И самое странное, многие начали считать вслух. 1, 2, 3. Никто не учил нас считать, но все считали одинаково. Синхронный отчет 45 тысяч человек – это невозможно без предварительной подготовки. Получается, солдаты заранее знали точное время взрыва? Или их научили чувствовать момент детонации? В 9:35 и 17 секунд бомба взорвалась на высоте 350 метров над условным городом противника. Световая вспышка озарила степь ярче солнца. Ударная волна покатилась по земле со скоростью звука. Температура в эпицентре достигла нескольких миллионов градусов. Но реакция участников была поразительной. Вместо естественного ужаса или паники – полное спокойствие. Солдаты наблюдали за огненным грибом, как за обычным салютом. «Взрыв был красивый», – вспоминал ефрейтор Громов. «Сначала яркая вспышка, потом огненный шар поднимается в небо. Жарко стало, но не страшно. Наоборот, интересно было смотреть, и все товарищи тоже спокойно смотрели». Ударная волна докатилась до ближайших траншей через 18 секунд после взрыва, но и здесь солдаты повели себя нестандартно. Обычно люди инстинктивно пригибаются, закрывают лицо руками. Участники тотских учений остались стоять, наблюдая за приближающейся волной. «Видел, как волна идет, песок поднимается, кусты сгибает», – рассказывал рядовой Соколов. Понимал, что сейчас ударят, но двигаться не хотелось, словно кто-то приказал стоять и смотреть. Волна накрыла, швырнула в траншею, но больно не было. Отсутствие болевых ощущений при сильном физическом воздействии – еще один тревожный симптом. Либо солдаты получили сильные обезболивающие, либо их болевая чувствительность была искусственно подавлена. Через 40 минут после взрыва прозвучала команда к атаке. По плану учений войска должны были преодолеть зараженную территорию и захватить условный объект в эпицентре взрыва. Это была крайне опасная задача. Уровень радиации в зоне взрыва превышал допустимые нормы в сотни раз. Но участники пошли в атаку с энтузиазмом, без страха, без сомнений, без попыток избежать опасности. 45 тысяч человек одновременно поднялись из траншей и двинулись к эпицентру атомного взрыва. Команда прозвучала, и все как один встали, вспоминал старшина Петров. Никто не спорил, не сомневался. Пошли через радиоактивную зону, будто на обычное учение. И странно, радиации не чувствовали, хотя дозиметры зашкаливали. Дозиметры действительно показывали смертельные уровни излучения, но солдаты игнорировали показания приборов. Более того, многие сняли защитные маски и очки, жалуясь, что мешают видеть. Кинооператор Владимир Сергеевич Морозов, снимавший атаку с безопасной дистанции, отмечал в отчете: солдаты двигались строго по прямой, не обращая внимания на препятствия. Упавшие деревья, воронки от взрыва, горящую траву – все преодолевали без остановки. Выглядело это нечеловечески. Нечеловеческие – точное определение. Люди в экстремальной ситуации обычно проявляют эмоции, ищут укрытия, помогают раненым. Участники атаки вели себя как запрограммированные роботы. Особенно странно выглядело синхронность движения. 45 тысяч человек шли в одном темпе, поворачивали одновременно, останавливались по невидимому сигналу. Это невозможно без длительной тренировки или внешнего управления. «Мы шли и знали, куда идти», – рассказывал рядовой Новиков. Никто не объяснял маршрут, не показывал карты, но все двигались в правильном направлении, словно внутри головы был компас. Компас в голове или что-то более сложное? Те самые браслеты с мигающими индикаторами вполне могли служить системой навигации, а каски с металлическими пластинами – принимать сигналы управления. Через час атакующие достигли эпицентра взрыва. Здесь радиационный фон был максимальным, температура грунта – критической. Нормальные люди в такой зоне потеряли бы сознание за минуты, но участники учений спокойно выполняли поставленные задачи. В центре было жарко, как в бане, вспоминал ефрейтор Громов. Земля дымилась, воздух дрожал, но мы делали то, что надо. Занимали позиции, устанавливали флаги. Работали быстро, четко, без лишних движений. Установка флагов в эпицентре атомного взрыва – это не военная задача, а демонстрация, доказательство того, что советские солдаты способны действовать даже в условиях ядерной войны.
но такая стойкость выглядела неестественной. Самое тревожное началось после завершения учений. Участники должны были пройти санитарную обработку, смыть радиоактивную пыль, сменить одежду, получить медицинскую помощь. Но многие солдаты не помнили, как попали на пункт обработки. Последнее, что помню, стояли в центре взрыва, устанавливали флаг. Рассказывал рядовой Соколов. Потом провал в памяти. Очнулся уже в медпункте, лежу на койке. Спрашиваю санитара, как я сюда попал, а он отвечает, сам пришел, но выглядел странно. Провалы в памяти отмечали больше половины участников. Они помнили начало атаки, помнили эпицентр, но не помнили обратную дорогу. Словно в определенный момент их сознание отключилось, а тела продолжали действовать автоматически. Медицинские осмотры после учений тоже вызывают вопросы. Обычно после такого облучения у людей развивается лучевая болезнь, тошнота, рвота, слабость, но участники тотских учений чувствовали себя удивительно хорошо. «Врачи удивлялись», – вспоминал старшина Петров, – «говорили, что при таких дозах радиации должны быть серьезные симптомы. А у нас ничего. Давление нормальное, температура нормальная. Только вот браслеты эти металлические снимать не разрешали». Браслеты не снимали еще несколько дней, официально для продолжения мониторинга радиационного облучения. Но участники отмечали, что именно в эти дни у них окончательно стерлись воспоминания о странных деталях учений. Гатарин не... «Сначала помню все, и доктора Лебедева, и те фильмы, что показывали, и уколы ночные», – рассказывал ефрейтор Громов. А через неделю как туман опустился. Помню только сам взрыв и атаку. Все остальное смутно, словно приснилось. Селективная потеря памяти – еще один признак искусственного воздействия на сознание. Удаляются именно те воспоминания, которые могли бы раскрыть истинную природу эксперимента. К концу сентября большинство участников были демобилизованы и отправлены домой. Но домой вернулись уже другие люди. Часть 4. Скрытые последствия. Первые тревожные сигналы поступили уже через месяц после окончания учений. Военкоматы по всей стране стали получать странные обращения от родственников демобилизованных участников тотских учений. Жены, матери, отцы жаловались, что их сыновья и мужья вернулись домой другими людьми. А знаете, Мария Ивановна Петрова, жена старшины Василия Михайловича, писала в военкомат Курской области. «Муж вернулся с военных учений, но это не мой Вася. Раньше был веселый, разговорчивый, любил с детьми возиться. А теперь сидит молча, на вопросы отвечает односложно, ночами кричит во сне одни и те же слова: «принял», «выполню», «понял». Подобные письма поступали сотнями. Все описывали одинаковые симптомы: эмоциональная отстраненность, потеря интереса к семье и работе, странные повторяющиеся сны, механическое выполнение привычных действий. Анна Сергеевна Морозова из Тамбовской области рассказывала. Сын Алексей вернулся как чужой. Сидит за столом, ест молча, смотрит в одну точку. Спрашиваю, что на учениях было? А он отвечает: «Все хорошо, мама, служил честно». И больше ни слова, даже с невестой своей разговаривать перестал. Особенно тревожили родственников провалы в поведении. Бывшие участники учений могли часами сидеть неподвижно, глядя в пустоту. Потом резко вставали и начинали выполнять какие-то действия. Маршировать по комнате, отдавать честь невидимым начальникам, докладывать о выполнении несуществующих приказов. От грудить. Василий встанет среди ночи, вытянется по стойке смирно и начинает докладывать: «Товарищ командир, задача выполнена, потерь нет», – вспоминала Мария Ивановна Петрова. А утром ничего не помнит, удивляется, почему жена плачет. К концу 1954 года ситуация стала критической. Военные комиссариаты направляли бывших участников на медицинские обследования, но результаты засекречивались немедленно. Семьям сообщали только: состояние здоровья удовлетворительное, к службе годен. Однако секретные медицинские отчеты, обнаруженные в архивах десятилетия спустя, рисовали совершенно иную картину. Среди участников тотских учений наблюдался беспрецедентный рост психических расстройств. И если вы... Главный военный психиатр Московского округа подполковник медицинской службы Сергей Николаевич Благов в закрытом отчете писал: за период с октября по декабрь 1954 года зарегистрировано 327 случаев обращения за психиатрической помощью среди бывших участников операции «Снежок».
Основные симптомы – депрессивные состояния, навязчивые действия, потеря кратковременной памяти, эмоциональная притупленность. 327 случаев из 45 тысяч участников – это почти 1%. В обычных условиях психические расстройства среди демобилизованных военнослужащих не превышали 0,2%. Но самая страшная статистика касалась самоубийств. В течение первого года после учений покончили с собой 118 бывших участников. Это в 12 раз превышало средний показатель по вооруженным силам СССР. Притом острее рядовой Петр Андреевич Соколов. Один из немногих, кто сохранил ясную память о событиях на полигоне, повесился в январе 1955 года. Предсмертную записку нашла жена. «Не могу больше жить с тем, что видел. Нас всех превратили в роботов. Прости, Катя». Ефрейтор Николай Степанович Громов бросился под поезд в марте того же года. Перед смертью рассказывал соседям. «Мне каждую ночь снится доктор Лебедев. Он смотрит своими страшными глазами и говорит: ты слишком много помнишь. Не могу больше. Сил нет. Мы ему...» Попытки разобраться в происходящем наталкивались на глухую стену молчания. Все документы об учениях были засекречены. Родственникам погибших объясняли трудности адаптации к мирной жизни, последствия радиационного облучения, индивидуальная непереносимость стресса. Первыми забили тревогу военные врачи. Они видели реальную картину, но не имели права говорить открыто. Некоторые пытались привлечь внимание к проблеме через научные публикации, используя завуалированные формулировки. В 1957 году в военно-медицинском журнале появилась статья полковника Благова «Особенности психических реакций у лиц, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения». Статья была написана крайне осторожно, но знающие люди понимали, о чем идет речь. «Наблюдаемые психические изменения нельзя объяснить только воздействием радиации», – писал Благов. «Характер симптомов указывает на возможное применение дополнительных факторов воздействия на центральную нервную систему». Статья вызвала переполох в военном руководстве. Благова вызвали в Москву, провели профилактическую беседу и перевели на другую должность, подальше от участников тотских учений. Все экземпляры журнала с его статьей были изъяты из библиотек. Но слух о странных последствиях учений уже пошел по стране. В 60-е годы, в период оттепели, появились первые попытки журналистского расследования. Корреспондент «Правды» Владимир Аркадьевич Серов начал собирать материал о судьбах участников тотских учений. Он встречался с родственниками, изучал медицинские документы, пытался найти бывших сотрудников полигона. «Чем больше я узнавал, тем страшнее становилось», – записывал Серов в дневнике. «Это были не просто военные учения, это был чудовищный эксперимент над людьми. Но кто решится опубликовать такой материал?» Серов не решился. В августе 1962 года он попал в автомобильную аварию. Официально несчастный случай, водитель не справился с управлением, но свидетели утверждали, что в машину журналиста врезался грузовик с военными номерами. Все записи и документы Серова исчезли из его квартиры еще до похорон. Родственникам сказали, что их изъяли для служебного расследования. Назад материалы не вернули. Похожая судьба постигла историка Льва Михайловича Козлова, который в 70-е годы пытался изучать засекреченные военные архивы. Он сумел получить доступ к некоторым документам о тотских учениях и даже написал рукопись книги «Неизвестные страницы атомных испытаний». Но в 1974 году Козлов внезапно заболел редкой формой рака крови. Врачи не могли объяснить причину болезни. Ученый никогда не контактировал с радиацией и не имел наследственной предрасположенности. Перед смертью Козлов передал жене запечатанный конверт. «Если со мной что-то случится, сожги это и никому ничего не говори. Они умеют делать так, чтобы люди болели и умирали, не оставляя следов». Жена сожгла рукопись в тот же день. Не все свидетели молчали. Некоторые участники учений, сохранившие ясную память, пытались рассказать правду, но их показания звучали настолько невероятно, что общество не воспринимало их всерьез. Старшина Василий Михайлович Петров в 1968 году написал письмо в ЦК КПСС. «Прошу разобраться в преступлениях, совершенных на Тотском полигоне. Над советскими солдатами проводили опыты, превращали людей в роботов. Многие мои товарищи погибли или сошли с ума».
Ответ пришел через месяц. Ваше обращение рассмотрено. Фактов, изложенных в письме, не подтвердилось. Рекомендуем обратиться к психиатру для обследования. Петров обратился к психиатру. Диагноз – параноидальное расстройство личности, бредовые идеи преследования. Год принудительного лечения в психиатрической больнице. После выписки Петров никогда больше не говорил об учениях. Постепенно стало ясно, система работает безотказно. Любой, кто пытается раскрыть правду о тотских учениях, объявляется психически больным, попадает в аварию или внезапно умирает от загадочной болезни. Но самые внимательные исследователи начали замечать связи между операцией «Снежок» и другими засекреченными проектами того времени. Имя доктора Семёна Абрамовича Лебедева всплывало в документах о совершенно разных программах. В 1955 году эксперименты с психотропными препаратами в закрытых лабораториях Академии наук. В 1957 разработка методов психологического воздействия на противника в рамках программы психологической войны. В 1960 участие в создании системы идеологической обработки для спецподразделений КГБ. В 1960 создавалось впечатление, что лаборатория 7 была частью масштабной программы по изучению и контролю человеческого сознания. Тотские учения – лишь один из этапов этой программы. Особенно тревожной была информация о том, что методы, отработанные на участниках «Снежка», применялись для подготовки элитных военных подразделений. Бойцы спецназа, космонавты, сотрудники охраны высших партийных руководителей – все они проходили специальную психологическую подготовку по методикам Лебедева. «Они создали идеальную армию роботов», — говорил один из бывших сотрудников военной разведки, пожелавший остаться неназванным. «Солдат, который выполнит любой приказ, не задавая вопросов. Который не знает страха, не чувствует боли, не помнит того, что ему не положено помнить». К концу 70-х годов тема тотских учений была окончательно закрыта. Последние свидетели умерли или замолчали. Документы исчезли в секретных архивах. Официальная версия – героические военные учения, доказавшие готовность советской армии к ядерной войне, стала единственной разрешенной. Но правда имеет свойство всплывать на поверхность. В конце 80-х, в эпоху гласности, архивы начали постепенно открываться. И тогда мне в руки попала та самая папка с грифом «Снежок. Психотропное воздействие». Часть 5. Разоблачение и истина. Разгадка пришла неожиданно. В январе 1991 года, когда СССР доживал последние месяцы, архивист Государственного военного архива Петр Васильевич Климов передал мне запечатанную папку. «Нашел в сейфе Покровского», — сказал он тихо. «Генерал умер в 78-м, а сейф только вскрыли. Думаю, вам это интересно». В папке лежали подлинные документы операции «Снежок», те самые, которые искали десятилетиями. Планы учений, переписка с Москвой, медицинские отчеты, стенограммы совещаний и, главное, итоговый доклад генерала Покровского лично Хрущеву. «Задача выполнена полностью», – писал Покровский. «Доказана принципиальная возможность введения наступательных действий в условиях применения ядерного оружия. Войска способны преодолевать зараженную местность и выполнять боевые задачи. Потери личного состава от радиационного поражения составили 12%, что признается допустимым. 12% потерь от радиации – это 5400 человек из 45 тысяч участников. Но в официальных сводках значилось «потерь нет». Где же правда? Правда оказалась проще и страшнее любых конспирологических теорий. Никакого психотропного оружия не было. Никаких экспериментов по контролю сознания не проводилось. Была другая, более мрачная реальность. Циничный расчет военного командования. В секретной записке маршала Жукова министру обороны Булганину говорилось прямо: предстоящая война в Европе неизбежно будет ядерной. Американцы имеют значительное превосходство в атомном оружии, но наша армия превосходит их численностью. Необходимо определить, сможем ли мы компенсировать техническое отставание массовостью и стойкостью личного состава.
Тотские учения были генеральной репетицией будущей войны. Советское командование планировало прорыв обороны НАТО после обмена ядерными ударами. Западная Европа должна была стать полем битвы, где миллионы советских солдат пойдут в атаку через радиоактивные руины. Применяя Маршалл знал, что такая тактика приведет к чудовищным потерям, но считал их приемлемой ценой за победу. «Мы можем позволить себе потерять 10 миллионов солдат», — говорил Жуков на закрытом совещании. «Американцы не могут. В этом наше преимущество». Для реализации такой стратегии нужны были особые солдаты. Не супермены, не роботы, просто люди, способные идти на верную смерть без колебаний. Именно этим и занимался доктор Лебедев. Его лаборатория 7 действительно существовала, но не как центр создания психотропного оружия, а как научное подразделение по изучению поведения человека в экстремальных условиях. Лебедев был военным психологом, специалистом по групповой динамике и управлению массовым сознанием. Методы, которые он применял, не имели ничего общего с фантастикой. Это были хорошо известные приемы психологического воздействия. Ритмические световые и звуковые раздражители для введения в транс, групповое внушение, фармакологическая коррекция настроения простейшими седативными препаратами. Цель была предельно прагматичной – снизить уровень тревожности и повысить управляемость личного состава. Солдат не превращали в роботов, их готовили к смерти. Странные сны участников объяснялись просто. Перед сном им давали легкие снотворные с галлюциногенным эффектом, производные барбитуровой кислоты. Во время медленного засыпания включали звукозаписи с внушающими формулами: «Я не боюсь смерти», «Приказ превыше всего», «Родина дороже жизни». Металлические браслеты были не системами управления, а примитивными дозиметрами с радиопередатчиками. Они позволяли медикам дистанционно контролировать уровень облучения каждого участника и его местоположение. Когда доза радиации становилась критической, браслет подавал сигнал. В угле синхронность движений и роботоподобное поведение тоже имели рациональное объяснение. Месяцы муштры, ежедневные тренировки одних и тех же действий, подавление индивидуальности – обычные методы военной подготовки, доведенные до крайности. А что с провалами в памяти? И здесь все оказалось проще. После учений всем участникам ввели скополамин – алкалоид, вызывающий частичную амнезию. Стирались воспоминания о последних часах, но основные события сохранялись. В скополамине зачем понадобилось стирать память? Ответ нашелся в секретной инструкции главного политуправления. Участники не должны помнить подробности медицинского воздействия и психологической подготовки. Это военная тайна, разглашение которой недопустимо. Но самое страшное открытие ждало в медицинских отчетах. Реальные потери от радиации оказались намного выше официальных данных. Из 45 тысяч участников серьезное лучевое поражение получили 8 тысяч человек, еще 16 тысяч средней степени тяжести. Полковник Кузнецов в закрытом докладе писал: уровень облучения превысил все допустимые нормы. У большинства участников развивается острая лучевая болезнь, прогноз неблагоприятный. В течение 5 лет следует ожидать массовую смертность от рака и других радиационных заболеваний. Прогноз оказался точным. К концу 50-х годов от лучевой болезни и онкологических заболеваний умерли 23 тысячи бывших участников учений, более половины от общего числа. Но в официальных документах эти смерти не связывались с радиационным поражением. Причины указывались самые разные: сердечно-сосудистые заболевания, несчастные случаи, самоубийства. Семьи не получали никаких компенсаций, ведь потерь не было. Психические расстройства тоже имели вполне естественные причины. Участники учений пережили сильнейший стресс, атомный взрыв, облучение, осознание обреченности. К этому добавлялись побочные эффекты медикаментозного воздействия и последствия черепно-мозговых травм от ударной волны. Странное поведение после демобилизации, классические симптомы посттравматического стрессового расстройства, эмоциональная тупость, повторяющиеся действия, провалы в памяти. Все это хорошо известно военным психиатрам.
Высокий уровень самоубийств объяснялся не промыванием мозгов, а тяжелой депрессией. Молодые люди понимали, что обречены на мучительную смерть от рака. Многие предпочитали покончить с собой быстро, чем умирать медленно. Доктор Лебедев не был злодеем из фантастического фильма. Он был обычным военным врачом, выполнявшим приказы командования. В его дневнике, найденном после смерти в 1973 году, есть страшные строки. «Понимаю, что участвую в преступлении, но приказ есть приказ. Если откажусь, найду другого, менее квалифицированного. Хотя бы под моим руководством ребята пострадают меньше». Пострадали ли меньше? Вряд ли. Машина военной бюрократии работала безжалостно. Солдаты были для нее расходным материалом, статистической единицей, элементом расчета. Зачем же понадобилась такая сложная система сокрытия? Почему нельзя было признать правду, что учения проводились для отработки тактики ядерной войны? Ответ лежал в политической обстановке 50-х годов. Советский Союз официально выступал за мирное сосуществование, осуждал гонку вооружений, призывал к запрету ядерного оружия. Признание того, что армия готовится к атомной войне в Европе, разрушило бы всю пропагандистскую кампанию. Кроме того, масштабы жертв среди участников учений могли вызвать возмущение в обществе. Советские люди привыкли к потерям во время войны, но не в мирное время. Признание того, что 23 тысячи солдат принесли в жертву ради военного эксперимента, было политически недопустимо. Поэтому создавалась ложная реальность. Учения объявлялись успешными, потерь не было, участники здоровы и довольны службой. А всех, кто пытался сказать правду, объявляли сумасшедшими или устраняли. Система работала идеально. Правда о тотских учениях была похоронена на 70 лет, и, возможно, осталась бы секретом навсегда, если бы не распад СССР и открытие архивов. Сегодня территория бывшего полигона – это обычная степь в Оренбургской области. Радиационный фон давно пришел в норму, земля используется для сельского хозяйства, ничто не напоминает о трагедии 1954 года. Остались только документы в архивах да редкие могилы на сельских кладбищах. Последний приют участников самых страшных военных учений в истории человечества. На памятниках высечены обычные даты жизни, без указания причины смерти. Семьи до сих пор не знают правды о судьбе своих близких. Операция «Снежок» не была экспериментом по созданию психотропного оружия. Это была попытка ответить на вопрос, может ли человек воевать в условиях ядерного апокалипсиса. Ответ получили страшный – может, но цена будет чудовищной. К счастью, горячая фаза холодной войны так и не началась. Ядерного конфликта в Европе не произошло. Советские дивизии не пошли в атаку через радиоактивные руины европейских городов. Жертвы Тотского полигона оказались напрасными. Но именно благодаря этому человечество выжило. Сегодня, изучая рассекреченные документы, я понимаю, никаких сверхъестественных тайн в деле «Снежок» не было. Была обычная военная жестокость, помноженная на секретность и равнодушие к человеческим жизням. Самая страшная тайна оказалась банальной. Люди для государства были просто цифрами в отчетах. Тотские учения – это урок истории о том, к чему приводит гонка вооружений и подготовка к войне. Урок о цене, которую платят простые люди за амбиции политиков и военных. Урок о том, что самые страшные преступления часто совершаются не злодеями, а обычными людьми, выполняющими приказы. И пусть этот урок не будет забыт. Память о жертвах операции «Снежок» – наше напоминание о том, что мир хрупок, а человеческая жизнь бесценна. Никакие государственные интересы не могут оправдать жертву невинных людей. История Тотского полигона закончена. Правда восстановлена. Но сколько еще секретных папок лежит в архивах? Сколько еще трагедий скрыто под грифом «совершенно секретно»? И когда человечество, наконец, научится решать споры без крови и жертв? Каждая история. Эти вопросы остаются открытыми, а дело «Снежок» напоминает нам, истина всегда проще самых невероятных версий. Но от этого она не становится менее страшной.